Томаты и перцы на португальской жаре, на португальском солнце растут очень быстро. У них уже пасынки больше, чем основной ствол. Надо немножко подзачистить пасынки у томатов, потому что их очень много. Пока они еще не слишком большие, нужно все пообламывать. Ну и, конечно, немножечко прополоть. Там, где водичка сейчас поступает, да, от капельного полива, все сорняки дружно начали всходить. В общем, немножечко прополю. Тем более солнышко садится, вечерок. У меня в целом хорошее настроение. Почему бы не заняться этим? Так, ну я поначалу думал, что пасынков очень много, а на самом-то деле нет. Это, видимо, какие-то конкретные сорта томатов. Вот в большей степени у черного черри, вот у него были вот прям большие пасынки. Видимо, он склонен к пасынкованию. А у всех остальных крошки картошки, поэтому я ничего не пропустил. Но стоит сказать, что многие томаты уже готовятся к цветению. Тут уже даже цвести начал. Еще интересное наблюдение. Томаты, которые находятся в этой части, ближе к магистрали. Видимо, им больше воды поступает. И здесь капельницы другие, более, ну такие, скажем, живые. Те, кто находится подальше, более скромные. Но важно учесть, что там все-таки я садил детерминантные, низкорослые сорта, чтобы они не закрывали солнце. А вот сюда садил индетерминантные, высокорослые томаты. Но я думаю, что еще от этого может зависеть. Ну или сорта, опять же. Тоже важно понимать и помнить про это. Пока мне нравится, как выглядит томат Нина. Такой увесистый кустик. Черный тини-тини. Тоже неплохо выглядит. И черри черный какой-то, вот тоже хорошо выглядит. Ну, еще, конечно, японский трюфель. Он такой прям мощный. Я все прополол, это заняло у меня буквально минуточек 5. Я прям сюда же и скидал. Здесь же оставил, а на завтра вся эта травка перегорит и вообще будет супер. Я потом ей все и прикрою. У меня есть еще 4 баклажана, пару сладких перцев и еще немного острых перцев. Да, я прекрасно знаю, что я переборщил, но в целом острые перцы очень красивые. Я думаю, что их можно и засушить, и замариновать, и добавлять везде, и раздавать как букеты, поэтому пускай растут, нечего земле пропадать. Нужно сделать еще 2 гряды сегодня, посадить этих ребят. И также в планах у меня сегодня подвязать томаты. Они уже вымахали. По утрам, когда на них появляется роса, они немножечко такие подгибаются, отдыхают, так скажем. Это опасно, они могут сломаться, поэтому я максимально поищу все бамбуковые колышки, которые у меня есть сейчас на участке, и постараюсь их временно подвязать, ну, подставить некие опоры. В дальнейшем, как только примерно они достигнут, ну, может быть, метра высотой, я, конечно же, говорю про высокорослые томаты, я построю нормальные, крепкие опоры, за которых можно уже будет подвязывать на веревку для того, чтобы они спокойно росли. Я думаю, что высокорослые томаты я буду вести в 2 стебля, возможно, детерминантные, низкорослые вообще не буду пасынковать. Вот такой план на сейчас. Возможно, посадки сделаю сейчас,
а подвязку сделаю уже вечером, потому что солнышко сегодня достаточно как-то быстро выходит на эту полянку. Помимо всего этого буду еще заниматься 1000 дел. Ну, в общем, вы все увидите, не переживайте. Я решил сразу, перед тем, как сажать перцы и баклажаны, сразу проложить еще одну магистраль между гряд. Для того, чтобы потом просто подценить капельницы и не прыгать с этой бобиной вокруг. И это на самом деле удобно. Эта магистраль будет началом для полива дынь. У меня там растут дыни вдоль заборчика. И как раз таки из этой магистрали, вот новая, это будет, получается, 4-я магистраль, из нее сделаю вывод капельного полива на дыньки. Супер! В этот раз я решил пролить лунки заранее, как вы и писали, поэтому, видите, я читаю ваши комментарии, поэтому не забывайте их писать, давать мне советы, я ими успешно пользуюсь. Я решил сейчас подготовить лунки, пролить их водой, но сделать посадки вечером. Сегодня очень припекает, и я переживаю, что даже сейчас, если я утром все это посажу, это может немножечко загрустеть. Поэтому сейчас пролью. Солнышко, когда немножечко зайдет за вот этот дуб,
Я снова приду, еще раз пролью и сделаю уже непосредственно посадки рассады. И вечером же и подвяжу томаты. Я вернулся садить баклажаны и перцы. Солнышко садится, время примерно 8:30 вечера, поэтому сейчас самое то. Пролью лунки, брошу туда аллерин и гомоир, биопрепараты, и просто запихну туда все саженцы. У нас сегодня так ветрено, всю ночь был сильный ветер. Я проснулся от того, что окно так сильно хлопнуло, просто я думал, что стекло вылетит. Плюс с открытыми окнами, конечно же, потому что жарко, и переживал, что может погнуть томаты, рассаду и цветы от сильного ветра. Но я зашел за дом, спустился на свое поле, на участок, и здесь очень даже хорошо, такой легкий бриз, нет никаких порывов ветра, это, видимо, только вот выше, где основной дом. Я что пришел-то? Я пришел подвязывать томаты, сейчас поставлю везде бамбуковые палочки и подвяжу их вот таким тапером, это называется, насколько я понимаю. Я впервые буду с таким работать, это по факту степлер вот с такой лентой. Сейчас я покажу, как это работает. Я попробовал на пальце это сделать. К нему идут вот такие вот скобы. И запасные сменные разного цвета ленты. Я заказывал его просто в Китае на сайте Temu. Это аналог AliExpress. Вот. Если мне понравится, я, может быть, оставлю ссылку, но в целом это не реклама, если что. Работает очень просто. Вот, допустим, это жерть. Вот так вот заводится палец и просто степлерится, и получается вот такая штука. И чтобы ленточку вернуть назад, нужно сделать еще одно нажатие, но не такое сильное, как вот мы заскрепливаем, да, за степлером, а чуть слабее. Вот, супер, видите, снова появилось. Выглядит удобно, посмотрим, как на практике.
Томаты я подвязал. Резюме. Эта штука хорошая. Если поставить, ну не знаю, оценку от 0 до 10, я ей поставлю 8. Я точно ей буду пользоваться. Удобно 100% подвязывать, не знаю, огурцы, виноград. Лоза винограда, я уверен, что топовая штука для этого. Помидоры, перцы, все хорошо. В чем, ну как бы сложности я заметил. Первое. Это нужно научиться все-таки правильно контролировать именно застеплирование и зацепку ленты, потому что это два разных действия. Если степлерим мы сильно, прям силой нажимаем, то в следующий раз мы должны сделать слабое нажатие для того, чтобы он схватил ленту. Второе. Про именно подвязку помидор. Все было хорошо, но что я заметил, советую вам, если у вас есть такая штука или вы планируете ее купить, подвязывать томаты именно со стороны томата. То есть вот представим, что это ствол томата, и вот здесь где-то рядом, у меня нет больше пальцев, вот так, давайте. Средний палец, как бы это странно ни звучало, это томат, указательный палец это опора. Вот лучше подвязывать со стороны томата и закреплять на стороне опоры. Почему? Потому что я иногда немножечко промахивался. Ну, точнее, один раз я промахнулся и подвязал как бы со стороны ствола к томату, и в итоге пробил ствол этой штукой. Не рассчитал до конца ленту и прям смял ствол. Я думаю, что томат оклемается, но будьте внимательны, да, что как бы со стороны растения нужно подвязывать в сторону опоры. Вот, эта вещь. Ну и, наверное, следующее, что было, ну не то чтобы непросто, это поменять скобы. Саму бобину я еще не менял, когда до этого дойдет дело, я вам расскажу. А вот скобы поменять было проблематично. Меняются, как в обычном степлере, но они слишком маленькие, тоненькие, хрупкие. И получилось так, что у меня осталось там 3 скобины. Ну, знаете, как в степлере осталось 3 скобы, и уже ничего не получается. Они там помялись все. И вот они у меня застряли, перевернулись в механизме, застряли, пришлось доставать иголкой. Это был определенный геморрой. Но потом следующую скобу вставляется, как в обычном степлере. В общем, штука 8 из 10. Пользоваться буду. В следующем году весь виноград сразу же буду подвязывать к опоре, когда он начнет выпускать только плеть. Потому что сейчас он у меня такой хаотичный. В общем, если что, мой рекомендацион к покупке. Я доволен.